Он покрупней. Ух ты! Вот это выпрыгивает. Свечки. Ребят, штормовой ветер. И вот поклевочка, видите, вот. Поднялся, уже провозил. Я только подошел. Привет, друзья! Сегодня я выехал на рыбалочку. От толстолоба чуть подустал. Выехал на карповую рыбалочку на дикаря. Пока я сюда ехал, я выехал где-то часов в 10-11. Часов в 11. Да, ехал сюда, то стояла жара. Вот вы видите, сейчас вот солнце заливает все. И так как у нас целую неделю стояла очень жаркая погода, то во многих водоемах неделю назад был очень плохой отвратительный клев. Поэтому я в ожидании, что произойдет и как будет клевать, я просто боюсь даже, да, ловить, потому что вдруг рыба встанет и не будет ловиться. Но когда я ехал сюда, я очень просил погоду измениться, чтобы пролил дождь. Хотя бы небольшой, но пролил. Когда идет дождь, то изменяется температура воды. Второе, и смешивается вода теплая с холодной, и термоклин чуть уходит, и карп активизируется, кислорода побольше, насыщается еще кислородом больше вода, и он начинает почаще питаться. Вот. Я надеюсь, что мне все-таки повезет с погодой, меня услышат, и ночью пройдет дождь, чтобы можно было ловить. Ну что, я сам в предвкушении. Сейчас расставляю удочки, вот сзади расставила завозиться, и буду ждать поклевок. Попросил дождя побольше. Смотрите, шквалистый ветер. Все, прям реально льет. Ну что, ждем. Если сейчас он охладит воду и взбаламутит ее, карп пойдет питаться. Ну, должны пойти поклевки по смыслу. А так посмотрим, что получится. Но я такого сильного ветра не просил, только дождя. Ну что, ребят, карп клюет только с утра. И вот как раз первая поклевка. Ага. Первый разведчик пришел. Небольшой, но шустрый. Ребят, приехал я вчера днем. Где-то часам к 5-6 я уже все расставился. И вот только сейчас посмотрел время, 4:26. Поклевка была на попап. Тутти-фрути, такой желтенький. Вот такой карпик. Где-то полторашечка. Килограмм полтора. Первый разведчик пришел. Кстати, вот он. Вот попап. Ну, я думаю, фруктовый и цвет работает. Так что, как говорится, начало положено. Точка фруктовая. Эту точку я кормил. Плюм рояль, королевская сливка. Давай, бодрый друг. Спасибо, что клюнул. Так, ребят, по рельефу, как выглядит то место, где я ловлю. Для многих выбор места очень важен. Ну, мне кажется, это самое главное, выбор места. Смотрите, я нахожусь на пруду, и у него идет такая глубокое русло. Глубокое русло — это 10 метров. Там, в том месте, где я стою, идет свал, но он, не скажу, что плавный, потому что расстояние, где я ловлю, 150 метров, и это уже 4 метра выход. 3,5-4 метра. Буквально 4 метра и прям сильный свал. Сразу в яму идет где-то 9-10 метров. От меня, если до русла, где свал идет, то где-то на уровне 70 метров, это 60 метров, это 4 метра глубина, а потом он сразу тоже ровно уходит. От 80 до 130 как раз вот эта вот русловая часть более глубокая идет. Вот, с этой стороны он более пологий, вот так спускается, а с той стороны прям резко. Вот, и дальше уже опять там трава, камышовая зона и все остальное. Вот. И я чуть-чуть сместился все-таки по ловле. Я сместился с 4 метров на 3,5-3.
чуть-чуть подальше туда ложу, и оттуда идут получше, почаще поклевки. Ну, это, наверное, связано с жарой, с термоклимом, еще с чем-то такое. То есть я выбрал вот такую глубину. Если бы она клевала, я ставил на 2-2,5. То есть я примерно, когда приехал, я раскинулся по разным глубинам и посмотрел, где она клюет. Откуда пошли поклевки, а там я и остановился. И сейчас я остановился 3,5-3 метра идут поклевки. Ну и сейчас жду тоже от шины поклевку. Ага, поклевочка. Давай, давай. Аккуратно клюет. Ну, далеко, наверное. Поэтому пару пиков натянул и все. Оп. Есть, ребят, есть. Но это уже побольше. Идем вверх. Сейчас где-то в районе 10 часов, около 10, я без 20. 10 смотрел время. Бодрый сазанчик, бодрый. Трешечка. Это смелая трешечка. Клюнула у меня. Разговаривает. Разговорчивые здесь карпы. Сазаны, то есть. Вот такой красивый сазанчик. Подошел, укрупнился. Получается, первый у меня в районе 4:30 клюнул. Сейчас 9. Ну, клев, конечно, вялый. Дождь был. Еще. К тому же погода вообще. Дождь, ветер, дождь, ветер, дождь, ветер сменяет. Очень плохая. Ладно, давай. Не возмущайся. Сейчас тебя отпускать. Давай, красавец. Пока. Опа. Давай, отдышись и стартуй. Все. Надеюсь, еще укрепнется. Потихонечку, не спеша пошел. Итак, ребят, сейчас по-быстрому пересажусь. Поставлю то, что до этого стояло. Крючки Хэйбутс К1 я использую. Ну и поводки жесткой оплетки, либо с флюр. Это вот первая сливка. Вот вторая насадочка получилась. Много не кормлюсь. Но делаю вот такие стики. Купил сетку. Кого будет интересовать, я не знаю, какой размер. Она безразмерная, она вот так тянется. Вот, видите еще. Ссылку дам в общем в описании, если будет интересно. Но вот такая вот вместо пакетов, она очень плотная. Мне это очень понравилось. И что я делаю? У меня вот в эту трубу было резко. Было резко делать просто недавно ребят спрашивали. Я подобрал 32 диаметр. То есть взял Бойл 20-ку и в магазине прям подобрал. Отрезал вот здесь получается 30 сантиметров. Подобрал также, чтобы в нее входил шомпол. Здесь вот шомпол чуть надрезал. Здесь подпаял длину. А здесь вот есть лезвие для бумаги. Ну, его зажал именно в сварочный аппарат, который варит вот эти трубы. И прямо вот так туда-туда пропаял. И у меня получился ровно вот здесь надрез, и вот здесь лезвие вставил. Потом болгарка отрезал с двух сторон. Все, у меня аккуратно все получилось. Да, оно тупится. Когда затупилось, его просто выламываете отсюда и также впаиваете повторно сверху вот здесь чуть-чуть, припаяв края, чтобы обратно не выдвигался. Больше ничего я не придумываю. Все очень просто. Такая была резка у меня. И я делаю 2 шомпола сюда. Раз. Также я чуть-чуть их потом полкилограммчика докормлю. И у меня получается такой большой ПВА-стик. Именно из зарезанных половинок. Все, я ни пелец, ничего не добавляю, только это. Чтобы не собирать мелочь, здесь очень много плотвы. Карась бегает. Карасю не по зубам сожрать половинки и целые бойлы. А мне и нужно, чтобы подходил карпик именно и клевал он. Беру большую иглу и протыкаю вот с этой стороны. Но не протыкая, лишь бы только не протыкая бойлы сами, не нужно их протыкать. Насаживаю вот так. Получился у меня вот такой ПВА-стик с этой стороны. С этой стороны будет как раз груз. Так он опустится, и такая кучка будет, и сверху нее будет лежать как раз вот этот бойл.
Так, ребят, уже спрашивали, я еще раз повторюсь. Завожу я с помощью вот таких поролонок, вставляю в кольца и открываю дужку, через них вытягивается виолетка. Вот. Это будет две оснастки меняться. Вот сейчас как раз сразу две. Одна у меня закинута, я ее там вытащу, подтяну на нужный уровень, а вторую вот сейчас за собой потяну. Вот дужка как раз вот открыта, и вот так она будет соскальзывать. Здесь тоже в ролик не ложу, она должна сама идти. Дождь опять пошел, закрываю, чтобы не намочило ПВА. Ну и погнал ставить. Когда сюда ехал, хотел дождя. Сейчас он постоянно идет, я уже не хочу, чтобы этот дождь был. Так что вот такая погода неприятная сейчас, дождливая пошла, как осень. Позы. Поехали. Поехал паровозик. Наконец-то. Давай, родимый. Давай, 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 давай. Оп, все, взял. Ребят, 2 часа дня, долго жду в ожидании. И попробовать в авторс поставить. Такой желтенький Sticky Baits. Сработал. Но насадка, конечно, насадкой, но идет все равно карп на корм. Подходит на ту точку, которую я кормлю. Уже оттуда идет 3-я поклевка. Соответственно, сливка нравится. Вот такая полторашечка. Слушайте, белый такой, прогонистый. Ну, наверное, реально, который здесь развелся карпик. Вот он как раз он здесь и есть. Такой красивый карпик. Ничего не могу сказать. Ну что, давай. Ух ты, ух ты, ух ты. Сразу. И встал. Так. Мой гигантский стик готов. Ветер сносит сильно. Это мой маркер. Здесь глубина 4 метра. Я от него чуть-чуть отступлю, чтобы не запуталось, когда будет поклевка. И где-то вот здесь 3,5 метра поставлю. Так, давай. Расстояние между насадками 4 метра. И вот. Ребят, вторая точка заработала. С монстр крабом, которая. Отлично. Монстрик краб съел. Так, ну, Squid Octopus поп-ап. Как раз клюнул. Не буду его вытаскивать, потому что он килограммовый реально. Я его сразу здесь и выпущу. Вот такой килограммчик. Давай. Вперед. Вперед, давай. Ну что, ребят, вечерний выход пошел. Тоже полторашечка. Я, наверное, ее сразу выпущу. Ну что, первым приходят всегда разведчики, а они что-то не заканчиваются. Неужели здесь все выбили? Опа. Давай, плыви. Давай, давай. Ну что, ребят, ну, обычно говорят, первым приходят разведчики. Но как-то они идут и идут. Неужели здесь выбили крупного на этом дикаре? Много очень рыбаков заметил, местных приезжают. Ребят, кстати, по поголовью на этом водоеме подходил мужичок местный, говорит, ты до какого будешь здесь, я хочу на твое место стать, все остальное. В общем, кормят горохом, ловят горохом, он завез, он поплавки поставил, белые, наверное, кормит их и ловит. Ну, соответственно, я у него спросил, какой здесь размер вообще. Ну, он говорит, ну, чаще всего полторашки идут, бывает до 6 килограмм. Ну, местные, если бы могли рассказывать, что здесь есть 20 килограмм, они бы сразу бы хвалились. Ну, соответственно, то, что есть. Но основное поголовье, оно здесь получается массовое. Но постараюсь укрупниться и увеличиться в объеме. Ну, вообще, как бы, в крупности рыбы. Ну, как получится.
Итак, ребят, вечереет. Вот смотрите, сейчас вот погода успокаивается, такой ветерок прохладный, жары нету. Наконец нормально погода стабилизируется. Вот в такой ветерок прям идеальный для ловли карпа, чтобы был ветер. И жары нету, и дождя нет, и шквального ветра нет. Но мне вот в этот раз везет, наверное, как утопленнику. Ну, наверное, всем, кто выехал в субботу ловить. Жара вечером. Сильный, прям шквальный ветер, аж пришлось привязывать свою палатку. У меня Fox Retreat 2Man. То есть я ее прям привязал с двух сторон, чтобы она не согнулась и не улетела. Потом, как дал дождь, прям сильно-сильный. Потом дождик уменьшился. И ночью он еще добавил, и полночи шел. Пока утро не пришло. Где-то часа в 5 он закончился. И потом чуть-чуть, и опять пошел. Чуть-чуть, и опять пошел. И пока вот где-то часов до 12 вот это вот продолжалось с дождем катавасия. И вот потом наступила опять жара. Опять где-то 25-30 градусов. Вот, и сейчас только успокоилось. Ну, надеюсь, что я выберусь из всех катаклизмов и акклиматизируется карп более покрупнее. Мелкий он, наверное, пошустрее, быстрее акклиматизацию проходит и подойдет и клюнет. Все-таки хотелось бы все-таки крупниц. По количеству поклевок вроде бы нормально клюет, а вот по крупности хочу улучшиться. То есть это о чем говорит? О том, что корм приятен рыбе, рыба подходит на него, ну а потом уже после корма она выбирает уже насадку и клюет. Так что с кормом все нормально, все удалось. И самое главное, я много не кормлюсь. Реально полкилограмма до килограмма. Если килограмм, то вечером там. Вот. Докорм минимальный, именно на былах. Возможно, это тот, которого я ждал. Паровоз был сильный. Ну что, потихоньку укрупняемся. Вот такой сазанчик. Давай. Вот где-то 4,5-5. Пятерочка. Сейчас время 9:30, полдесятого. И к нам пришел вот такой красивый ночной сазанчик. Блин, классно, что он пришел, а то хотелось поклевок и укрупниться. И вот он пришел. Где-то килограмма на 4. Да, на 4. Хорошо провозил. Я уже лег спать, думаю, все, засыпаю. Но нет. Ну и хорошо, что он меня разбудил. Я рад. Что, ребят, еще одна поклевка. Оп, оп, все, взяли. Итак, ребят, прошел час, сейчас 22:43, я зашел, посмотрел. И вот такая, ну это где-то чуть больше килошки пришла. Странная активность, я на дикарях вот ночью особо не ловил, чтобы вот, я имею в виду ловил, но чтобы ночью активный был дикарь. Вот сейчас вечером активный дикарь. Может, это все-таки с непогодой связано. Давай, друг. Оп. Опять килограмм преследует. Интересно, если были бы здесь по 10, только по 10 клевало, это было бы классно. Ну что, полторашечка, ребят, стандартная. Давай. Оп. Беспокойная ночь получается.
Ну что, ребят, как заговорили, вот 1,5-2, 1,5-2, 1,5-2. Это побольше, полторашечка. Вот смотрите, вот такой. Как заговоренный, клюет одно и то же. Ладно. Давай, пока. Продолжай ловить. Вот. Вот так он уходит. Доброе утро. Вот такой рассвет, наверное, часа 3. И опять очередной туз. Но тузы бодрые. Паровозят нормально. О! Ну вот. Такая полторашка бодрая. Красивый прогонистый карпик. То есть сазанчик. Но хотелось бы все-таки укрупниться. Штормовой ветер опять. Как в первый день. Сильный ветер был. Ну что ты с ним сделаешь? Вот такой идет килограммчик. Ну что, ребят, я все-таки чуть-чуть укрупнился. Наконец-то. Красивый карпик. Подошел, клюнул. Извините, красивый сазанчик. В общем, красивый сазанчик. Вот такой бодрый. Где-то 5. Вот, видите. Надоели тузики. Реально даже одно удилище не стал завозить. После поклевки опять очередного тузика на этой точке. И вот меня в 6:20 разбудил такой бодрый паровоз. Собрал маркер. Еще за маркер зацепился. Пришлось заплыть и вытащить его. Сработал Squid Octopus плюс Monster Crab. Мне нравится. Где-то в районе 5 килограмм. Смотрю по нему. Так сравниваю. Ну что, спасибо, что порадовал. Слушайте, ребята, он такой хороший. Это 6 смелая. Такой хорошенький, бодренький. Вот, наверное, дедушка говорил как раз про то, что есть здесь вот на 6 килограмм встречается. Вот как раз я его и поймал. Ух ты. Хороший. Такой не раненый ни разу. То есть такой бронзовенький, прогонистый. Давай, отдышись и вперед. Ушел? Ну что, ребят, поклевки радуют, продолжаются. Надеюсь, так и будет дальше. Но я уже потихонечку начинаю собираться. Так, ребят, поставил тигровый орех с попапом. Тути-фрути. В надежде избежать мелочи. Но все равно мелочь клюет. Вот килограмм. Ребят, штормовой ветер. И вот поклевочка, видите, вот. Поднялся, уже провозил. Я только подошел. Вот это ветрюга, вот это дает. Смотрите, как пену набило. Ха, идет. Блин, вот это ветер, а? Это жесть какая-то. Оп. Ребят, ну,
Не удается отбить тигровым орехом тузов. Вот клюет. Небольшие тузы. Вот такие. Вот видите? Желтый это тутти-фрути и внизу тигровый орех. Поклевки идут. Но вот крупница что-то... Хотя вот большой клюнул такой насадкой. Я думаю, буду отобью. Ну вот такие тузики. Давай. Ух ты! Итак, ребят, традиционное подведение итогов. Я спрятался в палатке, уже разобрал ее все. Только осталось ее сложить. С утра ветер дует шквальный. И дождик такой моросит неприятный. То есть даже завозиться по волнам прыгаешь, как на моторной лодке. Не очень приятно. У меня уже порядка 15 поклевок. И один всего лишь сход. Но это по моей вине. Я просто не пошел вытаскивать. Спать очень хотел. Вот. Всех я вытащил. Рядом стоит мужичок. Он завозится и ловит на резинке, но кормит горохом. Так вот, у него 2 поклевки, а у меня всю ночь клевало. Блин, вот это ветер. Просто жесть какая. Он покрупней. Ух ты! Вот это выпрыгивает. Свечки. Свечки видели? Свечку какую дал. Тигровый орех с попапом. Вот такой неугомонный сазанчик. Он хороший. Вот такая трешка клюнула. Смотрите. Классная. Да? Ну не знаю, мне нравится. Все, я уже собираюсь. Собираю вещи, сматываюсь, все. Это 16-я, получается, рыбка. Поклевка и 15-я рыбка. А теперь по поклевкам. Поклевки у меня пошли на следующее утро. То есть я приехал где-то часам к 6 завезся, и только в 4:26 у меня была первая поклевка. И потом у меня было в 10 часов поклевка на 3 килограмма, потом было в 2 часа, в 2:30 на 1,5 килограмма, и в 16:30 на килограмм, то сразу же 16:40 еще на килограмм, и потом 21:30. Это уже ближе к ночи. Вот, ребят, самое интересное со второго вечера, вот 21:30, как началось клевать, я вот не знаю, что делать. Я даже одну удочку потом не завез, лишь бы она не клевала просто. И не стал ставить там один бойл, потому что мелочь идет, постоянно клюет, я спать хочу. 21:30 на 4 килограмма. Ну, уже хороший подошел. 22:40 килограмм. Потом в 1:22 килограмм. В 2:25 полторашка, в 3:20 килограмм, в 5:10 килограмм, в 6:20 как раз на 6 килограмм. Что я сделал? Я попробовал поставить тутти-фрути вместе с тигровым орешком. Вот как раз мне на 6 килограмм он принес. Вот, в 9:30 на килограмм. Потом у меня был сход. И 10:30 у меня еще один карпик, я его выпустил на килограмм. Как раз надо подзаписать сейчас. Я его не успел еще записать даже. Точки обе работали. И слива, и монстр краб. Клевала больше на сладкое, клевала больше на попапы или на взвешенную насадку. О, ветер опять поднимается. Ё-моё. Также вот тигровый орех подсадил, и на тигровый орех решил укрупниться. Что же вы думаете? Опять килограммовые пошли. Поклевки идут стабильно, корм привлекает, но укрупниться мне не удалось. Ребят, кто знает секреты, как на дикаре укрупниться, пожалуйста, напишите в описаниях. Ну, может быть, просто здесь поголовье такое-то. Дедушка не зря сказал, который сказал, от килограмм, 1,5-2, это самое распространенное, 6 проскакивает. Ну вот 6 как раз я и поймал, и все, которые есть. Количество поклевок для меня а вот все-таки хотелось бы мне все-таки покрупнее взять. Над этим надо работать, и думаю, с помощью ваших советов мне это в следующий раз удастся. Следующая рыбалка, я думаю, будет либо на толстолоба, либо на амуре. На дикаре я уж насиделся 2 суток. Но я думаю, 15 поклевок за 2 суток это очень хороший результат для дикаря. Всем, кто смотрел, спасибо. Ребят, подписывайтесь и делитесь моим видео. Там есть стрелочка с своими друзьями, знакомыми. Кому понравилось видео, пожалуйста, делитесь. Ну и не забывайте про лайк. Всем не хвоста, ни шеи. До встречи на водоемах.